Всем привет, это опять Даша в эфире, и добро пожаловать обратно на мой канал. И сегодня вы увидите, как я из содержимого этой коробки сделала КамАЗ с кабиной гражданского типа. Думаю, от просмотра этого видео вы не останетесь равнодушными. Итак, поехали смотреть, что внутри этой коробочки. Меня очень пугает водитель за рулем данного КамАЗа. Но, точнее, я даже не пойму, водитель это, призрак, что это вообще такое? Какая-то жуть и нечисть. Вам видно? Если видно, то напишите, пожалуйста. Или кто купил такой же набор. Но это ж просто, не знаю, отпугивает покупателя. Это лицо неизвестно кого, или это не лицо, или это вообще что? Как это вообще воспринимать? Или делайте тогда пасхалки, как АВД. А так, в принципе, бокс-арт это очень даже интересный и симпатичный, кроме водителя. А так модель выглядит очень отличной. И, кстати, очень необычно, что здесь КамАЗ, надпись присутствует только на бокс-арте, именно на самой нарисованной машине, а никак не в названиях. Я так понимаю, и на сайтах магазинов вы вряд ли найдете КамАЗ. То есть вам придется искать КАЗ-4350, что довольно странно. Действительно странно. Неужели такая крупная компания, как «Звезда», не может написать у себя на коробке КамАЗ? Давайте ее откроем, эту коробочку. Коробка огромная, и как всегда, вот не знаю, меня просто это раздражает, если честно. По 20 минут вытаскивать коробку из коробки. Или я просто такая криворукая? У меня, кстати, есть небольшие дополнения, которые помогут мне превратить данный автомобиль в автомобиль гражданской версии, потому что это военный грузовик. Но современная «Звезда», она довольно хорошего качества. Единственное, что немножко расстраивает в этих наборах, это пока что покрышки. Маленький пакетик с декалями. И тут у нас тоже очень большое разнообразие. Кстати, обратите внимание, что скотофото нам предлагают делать в виде декали. Так, открываю дополнение. Это такая фирма Armor 35. Вот, они занимаются смоляными деталями. Это все содержимое коробочки. И также, сейчас я их открою. Ну вот, это смоляная крыша. Она отличается от крыши из набора. И детали кабины, плюс опять шилдик КамАЗ. И также вот такая решетка. И, скорее всего, мне придется пилить саму кабину, которую предоставляет «Звезда», потому что их нельзя просто так взять и наложить, например, на ту же кабину. То есть это интересная будет операция по переделке данного автомобиля в гражданский вариант. Ну что ж, давайте приступать к сборке. А купить модели КамАЗа всегда можно в магазине «Модельная лавка», ведь «Модельная лавка» — это огромный выбор масштабных моделей для новичков и для бывалых моделистов. Постоянные скидки, бесплатная доставка при заказе от 2000 рублей и обязательно при заказе используйте промокод «Даша» на скидку в 10%. А этот промокод при первом своем заказе. Ссылочка на магазин и промокоды смотрите в описании к видео. Начала я сборку КамАЗа с шасси. У «Звезды» получилась очень высоко детализированная модель. Рама и ходовая часть выполнены очень точно. Даже есть ощущение, что по этой модели можно изучать устройство этого автомобиля. На сборку только одной рамы у меня ушло около 2 недель. Потом я приступила к работе над кабиной. И тут у меня возникли сложности. Детали из смолы, которые были в дополнении, никак не хотели вставать на свои места. Особую роль тут сыграла толщина смоляных деталей. Они заметно толще, их не получилось поставить в уровень с родными деталями из набора. А после сборки я принялась грунтовать модель, и грунтую я все еще фиолетовым грунтом. И это видео я записывала еще во время работы над КамАЗом самосвалом. То есть эту работу я сделала еще весной 2022 года. А видео вышло только сейчас. Просто мне надо было разбавить тогда кучу видео с КамАЗами. А если вы еще по какой-то непонятной для меня причине не видели видео с работы над огненным самосвалом, то ссылочка на видео будет в описании. Теперь черным цветом я покрашу раму грузовика. Это были краски от АМО с приятным графитовым отблеском.
Очень красивый цвет для рамы автомобиля. Также черным цветом я прорисую затемнение на кабине и грузовом кузове. Во время работы над моделями я люблю думать о том, какие мысли, эмоции и впечатления у меня вызывает прототип, который воспроизводит модель. И такие КАМАЗы, а именно двухосные вездеходы, встречаются на улицах Москвы очень редко, и то в виде машин аварийных служб. Что логично, ведь в столице России не так много непроходимых мест. А здесь я начала окраску грузовика в базовый цвет. Я делаю гражданский автомобиль, и такие КАМАЗы часто встречаются в сине-голубом цвете, что я и постараюсь воспроизвести. Окрашиваю модель красками от фирмы Pacific 88 светло-синим цветом. И мне нравится этот оттенок, так как он шикарно ложится и с ним всегда удобно играть в осветление. А после окраски в базовый цвет кабины и кузова я добавлю в базу белый цвет и такой смесью прохожусь по верхним частям модели и широким плоскостям. Такой нехитрый прием сможет сделать вашу модель более объемной. Настало время поработать лапками, и начну с кабины. Я окрашу внутреннее убранство в черный цвет. Также займусь экстерьером грузовичка. Окрашу дверные ручки, катафоты и глушитель вездехода. И в ход идут акриловые краски от великой украинской фирмы ICM. Эти краски идеальны под кисть, но краскопровод в Россию закрыт, так что я продолжаю пользоваться остатками. Частенько двухосные КАМАЗы встречаются в районе подмосковного Наро-Фоминска, где я тоже часто бываю. Под Наро-Фоминском очень много армейских частей, и в частности там живет легендарная Кантемировская танковая дивизия. КАМАЗы 4350 часто можно увидеть в одиночном порядке, что логично, ведь за мелкими грузами удобнее и дешевле посылать именно двухосники, а не трехосные вездеходы. А фотографировать армейские колонны я боюсь, так что поверьте мне на слово. В черный цвет акриловыми красками я окрашу крылья на кабине. И модель разработана так, что крылья тяжело окрашивать в разные цвета. Придется применять ручной труд. И я покрою кабину глянцевым лаком для последующего применения смывки. Собственно, делаю смывку грузовичку. И под такой легкий синий цвет отлично подойдет самая обыкновенная черная смывка. И применяю я смывку от фирмы Pacific 88. Убираю излишки художественным white спиритом. Зато много таких КАМАЗов я встретила на выставке форума «Армия-22», который проходил в августе в Подмосковье. И любопытно, что шасси 4350 были показаны с разными видами кабин и с разными настройками. Но обо всем по порядку. Первый двухосный полноприводный КАМАЗ, который мне встретился на выставке, оказался пожарной цистерной, созданной для борьбы с огнем в горной местности, на что и намекает оформление стенда. Желтые кенгурятники придают машине внедорожный шарм. И думаю, что такие машины отлично бы подошли городам в горах с узкими улочками, например, в Сочи, да и в любых городах на Кавказе. И благодаря полному приводу и короткой базе, думаю, этой машине было бы относительно комфортно маневрировать в плотной застройке Нового Сочи среди жилых гаражей и кварталов пятиэтажек, которые очень сильно мне напоминают фавеллы. Второй КАМАЗ оказался санитарным, и он выполнен на укороченном шасси и всем своим видом напоминает, что он полноценная замена легендарного ГАЗ-66. И такая машина предназначена для эвакуации раненых в прифронтовые госпиталя и для оказания первой помощи. Третий двухосный полноприводный КАМАЗ – это КАМАЗ на службе военной автоинспекции. Это передвижной пост, и его кунг оборудован всем необходимым для несения службы нарядом военной автоинспекции. И обратите внимание, что у этого автомобиля уже стоит рестайлинговая кабина. А эта модель от фирмы «Звезда» является уникальной в своем роде. Раньше еще никто не выпускал ни в каком виде масштабную сборную пластиковую модель КАМАЗа 4350 в 35 масштабе, да еще такую высокодетализированную. Но если у вас была необходимость пополнения коллекции двухосного полноприводного КАМАЗа, то вам на помощь могли бы прийти ребята из Костромы с моделью в 43 масштабе, которая вышла еще в далеком 2017 году. Теперь эта модель раритет, и надеюсь, что АВД рано или поздно перевыпустит эту модель, потому что я в свое время ее пропустила. А теперь перевожу декаль с индексом модели на двери КАМАЗа. И покрываю модель матовым лаком. А поскольку КАМАЗ это внедорожник, то и надо изобразить следы его похождений.
А помогут мне в этом масляные точки. Применяю масляные краски разных оттенков серого. Я не рекомендую применять краски белого цвета, так как после них модель выглядит уж чересчур белесой. Растушевываю масляные точки плоской широкой кистью, слегка смоченной в White Spirit. Также Костромичи порадовали моделью двухосного КАМАЗа с рестайлинговой кабиной и даже пожарной автоцистерной, коробочка с которой у меня лежит в запасе, но я все никак не соберусь ее сделать. Напишите в комментариях, насколько вам будет интересно увидеть мою постройку пожарного автомобиля. В 72-м масштабе выбор двухосных КАМАЗов невелик. Фирма Armory из Украины в прошлом году выпустила такую модель в пластике. На бокс-арте вы не увидите слово КАМАЗ, так как наши украинские коллеги не решились покупать лицензию на свою продукцию. Также КАМАЗ в 72-м масштабе выпустила российская фирма Snake Models, но уже из смолы. А на коробочке они скромно написали, что сделали модель некоторого армейского грузовика модели 4350. А теперь мне надо окрасить уплотнители на стеклах КАМАЗа. И делаю я это акриловыми красками черного цвета от фирмы ICM. Ну а если вы действительно хотите приобрести себе такой КАМАЗ, то на электронных досках объявлений можно найти немало предложений к продаже автомобиля данной модели. И в особенности в тех регионах, где хороших дорог нет и не предвидится. И разброс цен довольно большой и напрямую зависящий не только от года выпуска автомобиля, но и от специальных настроек, которые установлены на его шасси. К примеру, за вахтовый автобус 2011 года выпуска в Когалыме просят аж 1 200 000 рублей. А телескопический гидроавтоподъемник на базе КАМАЗ-4326 2013 года выпуска в Благовещенске оценивается в 1 650 000 рублей. А за буровую установку просят в Ярославской области 2 200 000 рублей. А также я окрашу светоотражатели у фар, которые расположены на бампере. И красками по стеклу я окрашу световые приборы грузовичка. Переведу декаль с номерными знаками. Напишите в комментариях, по какому региону Российской Федерации колесит этот грузовичок. А пигментом земляного цвета сделаю модель немножко грязной. И вот такой грузовик у меня получился. Мне тяжело далась эта конверсия. Было очень сложно интегрировать детали из дополнения в базовую кабину от фирмы «Звезда». И благодаря такому нестандартному шагу у меня в коллекции появился очень необычный образец, который мало у кого есть в коллекции, по крайней мере в 35-м масштабе. Надеюсь, что это видео вам понравилось, оно было вам полезным и вдохновило на новые постройки. Впереди меня ждет стройка еще нескольких КАМАЗов. А о каких моделях идет речь, вы можете предположить в комментариях. Так что увидимся в новой стройке. До новых встреч. Пока-пока.